Всем доброй ночи, друзья мои. Прежде чем перейти к исконной теме ролика, хочу пару слов сказать в начале. Мне пишут насчет прямых эфиров. Друзья мои, в этом году у меня было очень много дел, очень много работ и очень много напряжений, поэтому я в этом году очень уставала. Во-первых, недавно перенесенная война, которая очень сильно ударила по нервной системе и по здоровью, но я уже поправилась, привела себя в порядок. Но в любом случае это очень непросто. Наше поколение пережило черные страшные дни, и это все продолжается дальше. Не будем сейчас об этом. Потом вот эта вся бытовуха, стройка и прочее, кроме всего прочего, работа с людьми, поездки по своим делам. Насыщенный был год. Работа с книгами, выход книг. Но, по крайней мере, в этом году я подарила огромное количество работ, которые очень помогут и помогли людям. Но в этом году прямых эфиров было меньше. Потому как для прямых эфиров нужно много энергии, сил. Это уважение к зрителю. Просто так прямой эфир ни о чем, просто лишь бы был прямой эфир, мы не проводим. Мы проводим насыщенный прямой эфир. Для этого нужно много энергии, много сил. Сейчас я восстанавливаюсь снова, потому что очень большое количество нагрузки. И вот сейчас в эти дни я просто восстанавливаюсь. Хотела прямой эфир провести, но передумала. Мне нужно на самом деле и отсыпаться, мне нужно и сил набраться. Я живой человек, поэтому, ну что сказать, пока возьмите, изучите эти работы. Это по вопросу о прямых эфирах. Что пока что нет, не планирую. Может, в ближайшие дни посмотрим. Это мне подарили. Давно показывала. Теперь хочу немного ознакомить вас с некоторыми вот этими подвесками, которые содержат такую магическую символику, символику магии. И перейдем, естественно, исконно к работе. Это у нас тут летает всякое. Как раз есть повод, можно и немного показать. Я показывала давно, правда, и объясняла символику. Это все, в принципе, все они, это подарки мне. Ну, какие-то из них я заказывала, но остальное это дары. Это у нас Мерлин, волшебник. Это у нас лунная лиса, символ лисы скандинавской магии, скандинавской теологии. Ну и в азиатской в том числе. И это у нас ведьма на метле. Бафомет. Вот видите. Так. Сейчас поудобнее сделаю камеру. Кицуне. Богиня-матерь, лунная богиня. Это символ Меркурия, Гермеса, Кадуцей. Так. Волчий клык из серебра, как оберег. Ну-ка еще. Кецалькуатль, ацтекский бог.
Это одно из его воплощений, собственно говоря. Ипостаси, так правильно будет. Геката. Тривия. Троеликая богиня. Единорог. Символ водолеев. Геката Тривия. Символ ночной богини волк, который воет на луну. А вот это вот носит Фортуна. Видели? У нее солнце. Она носит символ солнца, благополучия, щедрости солнца. Так. Кернун. Дальше интересный момент показать. Да, вот это, которые все эти существа выдают, пытаются выдать за крест все время. Вот, крест носит, крест. Я никогда в жизни крест не носила. Я не крещенная. Всегда считала, что самые сильные ведьмы — это те, которые никогда не были крещены. То есть те, которые из христианского эгрегора ушли, отказавшись, да, вернулись к языческим богам. А те, у которых никогда не было власти христианского эгрегора, которым никогда не закрывали видение, поэтому я знаю, как можно подняться, богатеть. Мне и дают. У меня эта связь с духами очень открыта, более чем у других. По какой причине? Потому что я никогда не была под властью христианского бога. Никогда. Он не закрывал мне видение, он не закрывал мне третий глаз, он не закрывал мне дороги, он не отрывал меня от моего рода. Понимаете? Я не проходила эти все ритуальные отрывания от рода и не калечилась духовно. Поэтому у меня это есть и осталось. Вот Лилит. Вот ее все время выдают за якобы крест у меня на шее. Вот она. Может, издалека вот так и кажется. Быть может. Я такое видела, точнее, показали у Лукашенко. Он тоже носит такое. Да, да, да. Приблизили, а там так и не поняли, что это. Потом, когда мне показали, я сразу узнала свою подвеску. Лилит. Богиня. Есть еще там побольше, более так. Шумерская. Акада шумерская, вавилонская. Ну, про Лилит я уже говорила. Так. Многие путают ее со старта, и это совершенно разные божества. Итак, дорогие друзья, перейдем к исконной теме. И покажу вам такую интересную ляльку, которую называют филипповка. Итак, филипповка. Почему кукла называется филипповка? Почему ее так назвали? Потому что ее было принято дарить на Филиппов день или шить на Филиппов день. Это 27 ноября. Считалось, что в это время заканчивается куделица. Заканчивается свадебный сезон. И после уже было не принято играть свадьбу, поскольку наступало время волчьих свадеб, так называли это время. Волчий месяц или волчьи свадьбы. Это из древнего, дремучего прошлого, когда почитали волков, как хранителей лесов, как хранителей природы. Не зря волков назвали санитары леса, очищающие, оздоравливающие мироздание, природу. И в это время считалось, что нужно вот по окончании куделицы дарить своим дочерям, снохам, иногда подружкам филипповки. Эти филипповки служили по разным поверьям год, некоторые служили много лет, были любимые филипповки у крестьянок, которые не рвались, не портились, то есть они исправно служили много лет,
хозяйкам. И если они начинали рваться и распаться, то есть разрываться, да, ткань, считалось, что Филипповка взяла на себя неудачи, безденежье, ее следовало сжечь, избавиться от нее. Ой, извиняюсь, упала. Для чего Филипповка? Филипповка – это кукла, которая помогает людям, помогает человеку, вообще всей семье не только успеть преуспеть в труде, но еще чтобы этот труд приносил удачу. Потому как люди могут трудиться, создавать, работать, держать скотину, выращивать огород, да все что угодно. Но никак, вот никак, ни из долгов не могут вылезти, не могут никак начать, то есть нормально жить, и все время перебиваются малыми деньгами как-нибудь. И Филипповка – это та самая посланница богов, которая несла с собой эту удачу, чтобы успеть, преуспеть в своем труде, и чтобы этот труд приносил удачу. То есть все, что дома делается, все для назидания, все для улучшения жизни, быта и прочее. Итак, такая легенда существует о появлении Филипповки. Считалось, что однажды Макуш, проходя мимо окон крестьянской избы, услышала там плач. Заглянула туда и поняла, что крестьяне собирают всей семьей все, что у них есть в закромах, все, что они смогли собрать за несколько лет, для того, чтобы заплатить барину, которому они должны. И вот жена причитала, что столько работаем, столько трудимся, и ни в какую, ничего у нас не получается. И все время мы должны, и все время, значит, в долгах, все время плохо живем, дети впроголодь. Почему так происходит-то? Что же это за проклятие на нашу голову? И стала Макуш спрашивать у соседей, у местных жителей, почему этой семьи никак не получается. И действительно ли эта семья такая работящая и достойная. И все говорили, что муж с женой работают, не покладая рук, с утра до ночи. Но вот то корова помрет, то изба сгорит, восстановят, то посевы сгорят, то волки овец заберут. И вот эти люди бедные, сколько не работают, сколько не стараются, а никак не получается. Тогда поняла Макуш, что у этих людей нет благословения богов. И сказала, что люди, у которых нет благословения богов, они могут работать, не покладая рук, с утра до ночи, но никакого толку от их работы не будет. Их дети опять будут жить впроголодь, и они все время будут в долгах. И вот попросила Макушу Велеса, посоветовалась с ним, как бы поступить так, как помочь крестьянам. Собрались боги в свой привычный круг, сидели, размышляли, говорили друг другу какие-то тайны мироздания, спрашивали друг у друга, советовались. И тут Велес сказал, что Макуш видела такую крестьянскую семью, а ведь таких семей, наверное, много. И как бы нам помочь таким семьям, которые честно трудятся и достойны хорошей жизни, но у них не получается. И тогда они призвали свою посланницу, превратили ее в куклу, благословили, дали ей мешочек с добром. Обычно сюда клали пшено или и монету, и то могли сделать. Дали ей 6 рук, чтобы успевать все по хозяйству и по дому. И отдали ее в руки богини Макуш. И вот матушка Макуш
подошла ночью, открыла окно этих крестьян и подкинула им куклу-филипповку. Как раз подкинула в то время, когда кудель заканчивалась. И начинался волчий месяц. Хозяйка утром увидела эту куклу, не поняв, к чему она и зачем, взяла и повесила возле входа. И вот у них началась хорошая, вольготная и добротная жизнь. И они работали, как всегда. Но у них и скотина была жива и здорова, и приумножалось добро, и огород давал им урожай, который они могли продать, жить, и не было у них никаких бедствий больше, и дети были здоровы, и никому они больше не были должны. И вот крестьяне стали зажиточной, хорошей семьей. И тогда одна из соседок увидела эту куклу и спросила: а как же так случилось, что у вас все хорошо, и откуда эта кукла появилась? Крестьянка наивно рассказала, что вот закончилась кудель, и вот мы увидели, как в окно подбросили эту куклу. Не знаем откуда, но с ее появлением наша жизнь изменилась. Пошла крестьянка к ведьме поспрашивать, что за кукла у них там дома находится, как ее зовут, почему она, для чего она предназначена и откуда она пришла. И увидела ведьма. Увидела, что боги благословили эту семью за их добрую душу и честное сердце и отправили благословленную куклу. И тогда соседка сшила себе такую же куклу и точно так же попросила богов о благословении. И у нее произошло то же самое. И вот так на Руси узнали все, что есть кукла, которую шьют после окончания кудели, да, с начинанием волчьего месяца. Это важно. Желательно делать в это время. Тогда она будет действовать сильнее. И вот на весь год эта кукла помогает семье. Ну, конечно, ее можно и дольше держать. Это не обязательно, чтобы весь год. Но желательно, чтобы именно после 27 ноября эта кукла была шита. Пока кудель не закончится, боги еще заняты. Им не до людских трудностей, как считали тогда. Вот заканчивается кудель, свадебные сезоны заканчиваются, счастье молодым дается, зачинаются дети, и тогда боги могут уже и заняться благоустройством людей. И вот с того времени пошла традиция на Руси дарить друг другу филипповку и просить у нее помощи. К большому сожалению, конечно, у нас традиция осталась, но заговоры как таковые, их нет. Однако на основе вот этой народной традиции я создала свой заговор. Хочу сказать, что это сделала мама Яны. Она вообще мастерица, она очень красивые вещи делает. Это у Яны генетическое, это не просто так. У нее мама очень красивые вещи шьет и делает вообще такие замечательные, что я сама удивляюсь, как это возможно было делать. Но если человеку дано, значит дано. Итак, вначале вы можете заговаривать ее, значит, раз в 3 дня, потом меньше. Хотя смотрите сами по себе. Что принесет филипповка? Вот что принесла у нас девятиручка, лялька. Многие говорят, что они начали успевать все дела. Более того, эти дела начали получаться очень успешно и как им хотелось бы, им по душе, как это все получается. Точно так же и с филипповкой. Ваши дела не просто трата энергии, времени и сил, не просто работа. Ваши дела вам будут приносить прибыль, удачу. Они будут улучшать атмосферу в доме. Филипповка очень сильно меняет атмосферу в доме.
меняет отношения, успокаиваются люди, забирает на себя вот эти нервотрепки, забирает на себя гнев и прочее, прочее. Если она, значит, порвется, если она начнет рассыпаться в буквальном смысле, да, то ее следует сжечь, убрать и наговорить новую филипповку. Теперь, можно ли самим делать? Можно делать самим, можно заказать эти куклы. В этих мешочках пшеница должна быть, овес, монета. Ну, этого, в принципе, достаточно, потому что там намек, что семье нужна пропитание и деньги. И она это несет в себе. То есть она носит в семью это все. Как посланница богов. Как напоминание о том, что боги когда-то благословили крестьянскую семью. И если вы то же самое делаете для себя, естественно, вы внимание богов, да, переключаете на себя. То есть это благословение снизойдет и на вас в том числе. Она любит быть там, где, значит, или входные двери дома, перед дверями, или там, где ваши украшения, если вы хотите ее спрятать. Где ваши украшения, деньги, она там должна быть. И она туда притягивает, она там улучшает, чтобы все было потрачено куда нужно, чтобы расходов лишних в никуда не было и так далее, и так далее. Итак, начнем. Филипповка, Филипповка, лялька, шестиручка. Шла ты шла через леса, через поля. Шла ты шла и до меня дошла. В наш дом пришла, удачу принесла от богов благословение. Много удачи и много везения. Помоги мне, лялька, шестиручка, богов посланница, Филипповка, девица. Все наши дела и труды пусть идут во благо нам и приносят нам достаток. Филипповка, живи у нас и осеняй удачей. Поверни удачу с запада на восток, да на наш порог. Доколе ты в моем доме, благо от богов в мой дом. Да столько благ, чтобы дом был полон добра, монет, злата и серебра. Заклято. Еще раз. Да, сколько раз читать? Извиняюсь, вот эту вот деталь не сказала. Берете ее в руки, поворачиваетесь на каждую сторону света и по одному разу читайте 4 раза. Филипповка, Филипповка, лялька, шестиручка. Шла ты шла через леса, через поля. Шла ты шла и до меня дошла. В наш дом пришла, удачу принесла, от богов благословение. Много удачи, много везения. Помоги мне, лялька, шестиручка, богов посланница, Филипповка, девица. Все наши дела и труды пусть идут во благо нам и приносят нам достаток. Филипповка, живи у нас и осеняй удачей. Поверни удачу с запада на восток, да на наш порог. Доколе ты в моем доме, благо от богов в мой дом. Да столько благ, чтобы дом был полон добра, монет, злата и серебра. Дальше, еще раз прочитаем. Филипповка, Филипповка, лялька, шестиручка. Шла ты шла через леса, через поля. Шла ты шла и до меня дошла. В наш дом пришла, удачу принесла, от богов благословения, много удачи, много везения. Помоги мне, лялька, шестиручка, богов посланница, Филипповка, девица. Все наши дела и труды пусть идут во благо нам и приносят нам достаток. Филипповка, живи у нас и осеняй удачей. Поверни удачу с запада на восток, да на наш порог. Доколе ты в моем доме, блага от нас, блага от богов в мой дом. Да столько благ, чтобы дом был полон добра, монет, злата и серебра. Заклято. Немного устала, поэтому сбиваюсь, но ничего страшного. Еще раз говорю, заговорить Филипповку можете заранее заказать, но заговорить ее нужно после 27 ноября, не раньше. Раньше нет смысла. Это ее время. Заканчивается кудель, и вот тогда боги начинают поворачиваться лицом к трудящемуся народу. Помогает им для того, чтобы они
чтобы их труды принесли удачу, чтобы они, например, не попали в лапы какого-нибудь прораба-мошенника, который их использует, да, обманет и денег не заплатит. То есть их труд пройдет даром. А если бы у них была филипповка у этих людей, то они бы встретили человека добросовестного, достойного, хорошего, который бы взял их на работу, потом оплатил, и они радостные вернулись бы домой к своей семье, потому что у каждого свои нужды, да, кому-то деньги нужны, чтобы ребенка вылечить, кому-то нужно дом построить, кто-то хотел семью создать и так далее. Вот чтобы не попасть в руки таких вот людей нечестных и недостойных, а чтобы труд людей приносил удачу, а также труд в крестьянстве, там, в хозяйстве, в сельский труд. Это в основном рассчитано на людей, которые живут своим трудом, имеется в виду, ну, все мы живем своим трудом, но это труд физический, в основном физический труд, но может быть и умственный в том смысле, если вы руководите чем-то, чтобы, опять же, это все не просто так вот в никуда уходила вся энергия, она приносила удачу, чтобы был толк от того, что человек делает. Не просто, да, не просто работал и работал как проклятый, как мы говорим. Вот отсюда и слово проклятый. То есть неблагословленный человек. Сколько хочешь работай, а ничего это тебе не дает. Все равно. Итак, друзья мои, еще один ритуал в вашу копилку. Пользуйтесь и живите хорошо. Потому как если есть благословение богов, все остальное получается. Всем удачи!